Я сыграл в еще 15 футбольных режимов Роблокса и составил из них тир-лист. Почитав комменты под предыдущей частью, я понял, что пора снимать третью часть нашей рубрики. Правила оценки режима в этом видео будут следующими. Игра, которая мне сильно понравится, получит S-тир, а которая мне не слишком уж и зайдет, D-тир. Не буду вас долго задерживать, ведь мы начинаем. Наш первый режим в этом видео — это создай футбольную команду. Как мне кажется, уже многие пробовали поиграть в эту игру или видели видосы по ней. Перейдем к смыслу игры, где нашей главной целью является собрать наилучший состав. Ты крутишь рулетку, из которой выбиваешь 4 футболиста, одного из которых ты можешь поставить к себе в состав. Ёкаламэне, почему мне какой-то напоминает? Я не пойму. Оп, Винисиус подъехал. Ема, я Бейла выбил. Я думал, из пака с Уэльсом я ничего толкового не выбью. Что? Я Роналду с рейтингом 99 выбил. Я просто не могу в это поверить. И это был не единственный крутой игрок, которого я выбивал. Чуть позже вы увидите еще крутых игроков, которых я смог выбить. А вот мой первый состав. Ну, в принципе, если не учитывать защиту, то пойдет. Ема, у Месси 2006 года рейтинг всего лишь 85, а у Роналду 88. Я еще крутил рулетки, и спустя несколько попыток мне выпадают они. И нам выпадает... Аргентина 2022, пожалуйста, Месси 99-й страйкер и полузащитник центральный. Ставим, конечно, сюда. Испанцы 2026, Ямалька, конечно же, встает в состав. Италия 2006. Джиджи Буфон сюда, нормальный вратарь хотя бы выпал. Давай, Хамес Родригес сюда, ставим его. Португалия 2018, пожалуйста, Роналду сюда, ставим его сюда. Нам выпадает Уругвай 2010, отсюда берем Диего Форлан сюда. Режим реально прикольный, в нем ты даже начинаешь немного расслабляться, из-за чего этот режим отправляется в тира. Наш следующий режим — это скорость футбольного побега. Зайдя в игру, мне сразу же дали скин Ламина Ямаля. Отправившись в свое первое приключение, я понял, что этот режим очень похож на скорость бега с клавиатуры. Как мне кажется, хотя бы раз вы уже попробовали поиграть в данный режим. А теперь вернемся к скорости футбольного побега. Как вы уже поняли, нашей задачей является убежать как можно дальше. Во время бега наш персонаж улучшает свою скорость, что в принципе логично. А также после завершения одного уровня мы можем вернуться обратно на спавн, за что получаем трофеи. И собрав определенное количество трофеев, мы можем поменять себе персонажа, с которым мы будем быстрее улучшать свою скорость. Давайте завершим наше приключение, которое длилось где-то 6-7 секунд, и обратно возвращаемся на спавн. И мы можем поменять себе персонажа, и нашим новым игроком становится Кевин Де Брюйне. Оу, Кевин Де Брюйне. Оу, Кевин Де Брюйне. О, Кевин Де Брюйне умер, понятно. А также периодически мы должны делать перерождение, из-за чего мы теряем всю свою скорость, но зато теперь улучшать ее мы будем гораздо быстрее. Поиграв еще в этот режим, поменяв персонажа на Эрлинга Холланда, а также развив скорость до 45, я уже спокойно мог добегать до 9-го этапа. Ну, почти. Сам режим интересный и затягивающий. Также пытаются равняться на режим, который находится в трендах в нынешнее время, из-за чего скорость футбольного побега отправляется в тир А. А наш следующий режим — это магнат футбольного менеджмента. Нашей задачей является заработать как можно больше денег, что мы можем сделать за счет футболистов. Сразу видно, что модельки игроков сделаны очень реалистично. Почему вот этот на рэпера похож, этот тоже на рэпера, но ладно, этот на... iShowSpeed похож, это ничего страшного. Мы покупаем футболистов у нашего знакомого, а именно у барыги Спида. Далее ставим их на поле, и они в свою очередь забивают голы, что приносит нам денег. Чем дороже футболист, тем больше денег он нам принесет, что в принципе логично. Это и есть вся суть режима, и больше здесь делать попросту нечего. Поэтому этот режим отправляется в тир С. А следующий режим — это чемпионат мира. Сразу же я оказался в лобби, и даже не заходя в матч, я уже сразу могу сказать, что графика здесь просто великолепная. Матчи проходят здесь 4 на 4, а сам режим очень похож на Суперлигу футбола. Но есть одна фича, которая делает этот режим уникальным, а именно прокачка игрока. За участие в матче или совершение какого-либо полезного действия на поле мы получаем монеты, которые можно потратить на улучшение навыков игрока. Прокачав навыки своего персонажа, он станет сильнее и, к примеру, будет быстрее бегать. А теперь перейдем к управлению, которое сделано здесь даже очень удобно. Оно сделано наподобие
Суперлиги футбола, но тут еще добавили функцию удара головой. Сыграв свой первый матч как игрок Барселоны против Баварии, а затем забив 2 гола в следующем матче, я решил сыграть на воротах. Несмотря на то, что управление здесь очень удобное, это не помешало мне играть как Онана. Из-за этого я заново вернулся в поле, благо тут есть специальная функция, позволяющая это совершить во время матча, не перезаходя в игру. И совершив данный мув, я помог своей команде одержать победу на последних минутах. Режим очень прикольный, графика и геймплей на высшем уровне, из-за чего чемпионат мира отправляется в Tier S. Наш следующий режим это Locket 2. Первым делом игра просит пройти обучение, которое я чуть не слил. Но посмотрев туториал по игре, я его спокойно прошел и оказался в лобби. Вначале наш персонаж находится на достаточно большой футбольной базе, наполненная различными функциями. Мы можем принимать участие в матчах, но новичку доступны только режимы 2 на 2 и 4 на 4. Наш персонаж может играть только в поле, а на воротах не позволяет игра. Управление здесь сложное, к которому надо долго привыкать. Но зато графика здесь на высшем уровне. Сам режим прикольный, но сложный в управлении, из-за чего этот режим отправляется в Tier A. Наш следующий режим это Академия футбольных творцов УЕФА. Нашей целью является создать лучшую команду. Изначально у нас команда из 5 кошек, сделанных в футбольном стиле, но со временем их мы можем поменять на более крутых игроков. Наши игроки должны участвовать в матче и побеждать в нем, за что получаем деньги. За деньги мы можем купить, Как бы правильнее сказать? пусть будут лаки-яйца, из которых выпадают новые футболисты. К примеру, откроем яичко, из которого мне выпало яблоко. Дайте угадаю, следующий будет какой-нибудь пес. Реально угадал. Ну зацените состав, у меня тут и 2 собаки, и лосяра, и яблоко, правда червивое, и клубника. Как мне кажется, состав достоин твоего лайка. Также мы можем тренировать своих футболистов, но доступна эта функция не постоянно. Поиграв в данный режим, я решил поставить эту игру в Tier C. Вы бы предпочли футбольную башню? И нет, это не вопрос, а наш следующий режим. Зайдя в игру, мы сразу же видим паркур, который нам предстоит пройти. Во время паркура нам предстоит делать выбор, который просто будет менять скин нашего персонажа. Но самое прикольное в этом режиме то, что на протяжении всего паркура нам будут попадаться легендарные превьюшки со старых видосов про футбол. Ё-моё, какую легенду я увидел! Кто тоже смотрел это видео, пусть поставит лайк. Посмотрим, сколько людей смотрели это легендарное видео. Пройдя весь паркур, нас встретит Ламин Ямаль, который сидит на троне, а также табличка от автора. Поздравляем с тем, что дошли до конца. Подойдите к Ламине Ямаль и вас заметят. Может включать специальную награду. Добро пожаловать, я Ламин Ямаль, и я буду оценивать ваши футбольные навыки. Вы футбольный нуб. Ёкарный бабай, какой же ты гнида, Ламинка. Больше делать в этом режиме нечего, поэтому ставим итоговую оценку. Данный режим я решил поставить в Tier C. Наш следующий режим это футбол обезьян. Зайдя в игру, я сразу же отправился в матч. Сам режим очень похож на Суперлигу футбола, но только здесь наш персонаж это обезьяна. Ну, по сути, за своего друга играю. Ничего необычного. Управление здесь почти как в Суперлиге футбола, но только здесь нет разделения на ходьбу и спринт, потому что наша макака может разгоняться сама, что делает за несколько секунд. Сыграв свой первый матч вместе с братками в поле и, конечно же, проиграв его, я решил сыграть на воротах. И самый главный плюс игры на воротах в данном режиме заключается в том, что вратарь может выбегать в поле. И благодаря этому, спустя некоторое время происходит это. В пустые забей. Я забил! Сюда! Это наш первый гол, причем я играю на позиции вратаря. Жалко, что мы слили этот матч, но по факту тут вратарь виноват. Так я ж вратарь. Можно мне нормальных тиммейтов, пожалуйста? Режим прикольный и необычный, из-за чего футбол обезьян отправляется в Tier S. Следующий режим это тренировка сенсорного футбола. Зайдя в игру, мы видим прекрасный фон, а также неплохую графику. Нам доступно 5 режимов тренировок. Первый это сохранение, тренирующий вратарские навыки. Второй это проход, который развивает точность. Третий это стрельба, тренирующий удары. Четвертый это прикосновение, развивающий скорость принятия решений и также удары. И последний, но пока что он не доработан. Также мы можем сыграть товарищеский матч с другими игроками, но только деления на команды здесь нет. Мне кажется, он на меня обиделся. Не плачь, брателло, когда-нибудь ты научишься все-таки играть в этот сенсорный футбол. Лучше, чем я. Режим реально помогает научиться играть в сенсорный футбол. Правда, еще до конца не доработан, поэтому пока что этот режим отправляется в Tier B. А наш следующий режим это суперголова в футболе. Зайдя в игру, вначале нам проводят небольшое обучение, а затем
затем мы отправляемся в свободное плавание играть матчи. Сам режим сделан на основе мобильной футбольной игры Headball 2, а также одного Roblox режима, который вы увидите позже. Играть в этот режим очень легко. Может, потому что управление здесь легкое, или просто тебя кидает либо на новичков, либо на ботов. Фон здесь сделан очень просто. Небольшое футбольное поле с воротами и трибуны, где сидят убого сделанные лица. Режим играбельный, поэтому отправляется в тир С. Чуть позже объясню почему. Наш следующий режим это футбол бета. Вначале из-за названия я думал, что режим будет сырым, но оказывается он уже находится в хорошем состоянии и с достаточно хорошей графикой. Я сразу же отправился в матч, и несмотря на то, что в матче может участвовать 14 игроков, оставалось лишь одно свободное место, и то на воротах. Зайдя на стадион, мы видим, что графика здесь уже неплохая, но правда текстуры трибун сделаны немного сыровато. Несмотря на свои ошибки на воротах, со временем я начинал играть на них все лучше и лучше. И радует то, что вратарь может выходить в поле, как и в футболе обезьян. Затем я сыграл в поле, и управление здесь также удобное и простое в обучении. Сам режим играбельный и даже переоправдал мои ожидания, поэтому отправляется в тир А. А наш следующий режим это звезды футбола 26. Зайдя в игру и сразу же отправившись в матч, я просто обалдел с графики. Просто посмотрите на моего персонажа. Я никогда в своей жизни не видел настолько отлично проработанные модельки игроков. А посмотрите на форму. При беге она становится ну прям конфеткой. Несмотря на то, что трибуны сделаны из картона, они создают хоть какую-то фанатскую поддержку. А анимация игрока отлично проработанная. Далее я решил сыграть на воротах и сразу же стал праймовым буфоном. Ни один игрок не мог мне попросту забить. Такое ощущение, даже Роберто Карлос мне бы здесь не забил. Поэтому этот режим отправляется в тир С. Шучу, в D. Следующий режим это симулятор штрафного босса. Смысл режима заключается в победе над всеми боссами. Наш персонаж тренируется бить удары, развивая свою силу. Далее наш игрок участвует в матчах и пытается победить босса. Чтобы победить врага, нам надо забить 5 из 5 пенальти. После победы над врагом нам дают нового босса, которого мы тоже должны победить. Это звучит просто, но если у тебя сил слабее, чем врага, то ты просто его не сможешь одолеть. Как минимум тебе этого не позволит игра. Также во время игры мы можем делать возрождение, из-за чего наша сила обнуляется, но зато мы качаемся быстрее. Но больше здесь делать попросту нечего, а также игра быстро надоедает, из-за чего данный режим отправляется в тир D. Наш следующий режим это симулятор удара по воротам. Наш персонаж изначально слабый, из-за чего может забить только с нескольких метров. Но далее мы можем прокачивать характеристики нашего персонажа, которых на удивление 3. Если мы прокачаем силу, то можем бить с более дальнего расстояния. Если точность, то мяч с более высокой вероятностью залетит в ворота, а если скорость, то наш персонаж будет быстрее добираться до нужной точки. Еще есть особенность, если твой персонаж забил гол, то он получает больше денег, чем если он не забил. Просто во многих похожих симуляторах либо игре на это плевать, либо мяч на автомате всегда летит в ворота. Кроме этого, мы должны открывать новые локации, чтобы уходить в более дальние территории, из которых мы можем дальше бить и логично получать больше денег. Сам режим больше себя ничего не представляет, поэтому отправляется в тир С. Наш последний режим на сегодня это гол столкновения. Зайдя в игру, мы сразу же оказались в матче. Как вы уже поняли, режим очень похож на игру Суперголова в футболе. Давайте сравним годы созданий обоих режимов. Суперголова в футболе был основан весной этого года, а гол столкновения еще в 2024. Поэтому гол столкновения получает дополнительный балл за оригинальность, так как Суперголова в футболе скорее всего основан на этом режиме. Ну а теперь перейдем к самой игре. Геймплей здесь достаточно удобный, как и в Суперголове футбола. Графика также сделана очень хорошо, а также фон сделан намного лучше, чем в Суперголове футбола. Не, ну согласитесь, что на нормальный стадион лучше смотреть, чем на какие-то убогие лица. Кроме этого, когда ты играешь матч, у тебя есть ощущение, что ты играешь против реального игрока, а не против бота, в отличие от Суперголовы в футболе. Есть тут, конечно, парочку минусов, к примеру, анимации после забития гола, но все же этот режим отправляется в тир Б. Ну а ты не забудь поставить лайк на это видео, подписаться на канал, а также написать в комментариях, к примеру, стоит ли мне снять рубрику с тир-листом, но только с мобильными играми. Также не забудьте оценить получившийся тир-лист в комментариях. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!